Девочки, привет! Я, несмотря ни на какие замечания, несмотря ни на какие разочарования, все-таки продолжаю худеть. Благодаря таким комментариям, которые вы мне пишете, что не бросай, Наташа, продолжай, потому что являешься мотиватором для нас. Так вот, хочу сказать, что вы для меня тоже большой мотиватор. Я уже, конечно, давно бы бросила, но тем не менее продолжаю. И много, конечно, поступает мне таких комментариев, что ты занимаешься уже 3-4 месяц, и все такая же толстушка, и никаких не видно результатов. Ну, возможно, вы и правы, но я хочу еще раз вам напомнить, а возможно, конечно, вы не все мои видео смотрите подряд, те, которые так пишут, то хочу специально для вас сказать, что моим стремлением не является похудеть быстро и радикально. Я хочу жить, наслаждаться жизнью и параллельно улучшать свое здоровье и свой внешний вид. То есть я не придерживаюсь никаких радикальных ограничений в еде. Возможно, это плохо, я никого не призываю поступать так же. Я не ем вечером, придерживаюсь интервального голодания, а во время дня я ем то, что хочу. Ну, в разумных, конечно, пределах. Но я позволяю себе и выпечку, и что-то сладенькое. Конечно, вы сейчас скажете: о, надумала похудеть и кушать булочки. Но это же не значит, что я их топчу с утра до вечера, правда? И шоколадки тоже. Но, тем не менее, я знаю просто себя. Если я буду резко вообще ограничивать себя в этом, то наступит тот день, причем очень быстро наступит, когда я сяду и буду вообще сметать все. Ну, такова я. То есть вы либо хотите, смотрите меня, либо нет, потому что, ну, такая, как я есть, вот я вам так показываю. В общем-то, я продолжаю худеть и испытываю на себе различные методики, различные упражнения, показываю вам то, что я делаю, то и вам показываю и призываю вас ко мне присоединяться. И вот на просторах интернета я увидела, как мне кажется, одно очень действенное упражнение. Понятно, что само по себе одно оно не даст должного эффекта, но я считаю, что его следует включить в какую-то, допустим, зарядку утреннюю или вечернюю, и в свой комплекс упражнений, или хотя бы делать через день. Почему? Потому что оно не занимает много времени, и, как заявлено девушкой, которая его показывает, оно очень хорошо, как это сказать, укрепляет линию талии. То, что для нас, полненьких дамочек, это очень важно. То есть проблемная зона не только живот, но и, конечно, линия талии, плюс руки. И вот эти все перетяжки от бюстгальтера, наверное, всем это знакомо. Во всяком случае, у меня это очень проблемная зона. Так вот, она утверждает, что если делать это упражнение минимум 15, а максимум 30 раз каждый день, то эффект будет очень заметен, причем за короткий период. Поэтому я хочу начать его делать. Впервые попробую его делать при вас. Я 2 раза там попыталась, смотрю, вроде как получается. Думаю, нет, запишу видео, чтобы видели и вы. Возможно, кому-то это пригодится. Так вот, она говорит, что даже если вы переели, покушали плотно в ресторане или дома, чувствуете за собой какой-то грешок, но нет времени и желания заниматься получасовой тренировкой, не говоря уже о часовой, то вот это короткое упражнение, оно даст очень хороший результат. И уже этот ваш ужин, который вы, так сказать, нарушили и позволили себе лишнего, он будет не так опасен, и уже можно будет более с чистой совестью лечь, допустим, отдыхать. Поэтому пробуем, не будем долго говорить, никаких не тренажеров, опять же, все стоя, быстро, дома. Так вот, она даже говорит, что на работе, так как я, например, работаю вот сутками, да, и после суток я тоже, этот день для меня, я практически ничего не могу делать, потому что работа достаточно тяжелая, и вот эти 2 дня я не занимаюсь. Ну, а каких-то 3-5 минут уделить все равно можно. Поэтому пробуем. Ну и вас приглашаю вместе со мной. Итак, нужно стать абсолютно прямо. Руки поднять вверх, вытянуться. Плечи при этом не тянутся вверх, а опущены как положено, так, чтобы не было нагрузки на шею. Руки соединить вверху домиком, или зафиксировать их вот так, чтобы они не распадались. Если вы не уверены в своем прямом положении, то нужно прислониться к стене, чтобы понимать, как руки вот прямо, да, и мы абсолютно как струна натянутая. Живот при этом втянут, ноги расставлены, слегка на ширине плеч. И вот в таком положении мы делаем наклон вправо и влево, максимально прогибаясь, не заваливаясь. Так, чтобы стопы стояли на полу, то есть ноги, чтобы не подрывались. И считаем. 1. Она говорит, что в обе стороны это 1 круг. Очень хорошо должны чувствоваться
мышцы предплечья, плеча и, конечно, боковая линия талии, собственно, ради чего мы будем и стараться. Ну, как бы она говорит, что в гостях, в ресторане достаточно 15 кругов, а максимально она их делает 30. И вот все время держит себя таким образом в тонусе. Но я попытаюсь сегодня сделать сколько смогу, а вы увидите. 1. Ну, достаточно непросто. И очень-очень-очень чувствуется, конечно, талия. Ну и руки. Руки вытянутые вверху, это уже само по себе нагрузка. Правда, держать их вот так вот долго, это невозможно. При этом нужно еще и подтягивать живот, а не выпячивать его. Ну, как бы так вот. Темп, она говорит, выбирать свободный, удобный для каждого. 3. 4. Важно, она говорит, не заваливаться вперед, назад, а именно в бок. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Фух. Ну что ж, я, пожалуй, на этом остановлюсь, потому что завтра я себе представляю, что как все-таки эти мышцы будут болеть. Должны, по крайней мере, как мне кажется, потому что натяжение чувствуется очень сильное. С возрастом, конечно, очень тяжело держать себя в хорошей форме, тем более, если ты склонен к полноте. Я говорю все время только применительно к себе. То есть я всю жизнь борюсь с лишним весом. Когда-то по молодости более-менее было удачно. Сейчас, после вторых родов, которые у меня были уже достаточно... Простите. В общем-то, девочки, я о том, что очень тяжело поддерживать свою фигуру в хорошем, так сказать, состоянии, да, когда тебе уже за 45 даже, не за 40. И плюс, когда у тебя еще нету времени, когда у тебя 2 детей, работа, ну и масса всяких других второстепенных занятий, которые тебя отвлекают от спорта. Поэтому я ищу вот такие вот методы, чтобы быстро, коротко, но вместе с тем действенно, ну или хотя бы, как я всегда говорю, что делать хотя бы что-нибудь, делать, ну чем не делать вообще ничего. Поэтому благодарю вас за поддержку, благодарю за то, что вы со мной, присоединяйтесь, кто еще сомневается. Будем худеть вместе. Желаю вам мирного неба и добра. Всем пока!